Раз, два, три. Что у нас сегодня? У нас сегодня как обычно. А обычно у нас мы в кадре, а мы кто? Мы те, кто делаем Галиль ТВ. Приготовьтесь. Накручиваешь людей, так все. Посторонний на площадке. Уберите его отсюда. Хорошо. Дима, на ручки его возьми. только, Охрана, на ручки. security. Вот так. Оп, спасибо. За что мы платим деньги? Еще Ты раз. так мелко печатаешь, я без Так очков. мелко читаешь. Я Здесь можно Так, все у меня свалить, батарейка много села. грязи, Давай, будет сегодня раком. Сегодня будем говорить честно, живо и без глянца. А где, подожди, а где парам-парам-пам? Это Шаббат-шоу. И в прошлый раз нам справедливо задали наши зрители вопрос. Друзья, нам недостаточно ваших имен. Расскажите немножко о себе. Давайте два слова друг о друге расскажем. Да? Каждый рассказывает о ком-то или О каждый о ком-то, себе? да. Вот. Я вот скажу, что это Александр Шишкин. Он создатель и вдохновитель канала Галиль ТВ. И вот он и создатель этого шоу, которое выходит обычно в шаббат, в субботу. И надеюсь, что вы нас сегодня смотрите. Поставьте нам сегодня лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали по какой-то причине. И можете оставить нам супер спасибо. И другие способы помощи каждому нашему выпуску здесь прямо под видео. Теперь ты. Я про Руфь рассказываю, мы тогда? Конечно. Давай, я про Руфь. Руфь. Передал? Так, да. А это Руфь Браверман. Поприветствуйте, пожалуйста, Руфь. Руфь. Да. Руфь. 1,5 года в стране, новый репатриант. В наш... Да, молодая, свежая кровь, да, в нашей команде. На протяжении последних полгода помогает нам, координирует вопросы. Ведущая, она очень прекрасно рассказывает. Мне очень нравится с ней беседовать вот так вот и обсуждать все, что у нас происходит, все эти события. И я думаю, что ты очень хорошо вписываешься в нашу команду. Мне кажется, нужно пояснить нашим зрителям, почему Саше так трудно что-то конкретное сказать про мою роль в этой команде, потому что мы действительно реально пытаемся сделать все вместе, как-то вносить какие-то свои идеи, что-то обсуждать, что-то... В общем, такой полный энтузиазм. Иногда это, конечно, требует много времени и сил, но при этом это очень интересно и очень вдохновительно, я бы так сказала. Ну, теперь моя очередь. Ну да, теперь ты... Да, это Алла Варенцова. Да, она много лет уже вместе с Сашей на этом канале. Если вы хотите посмотреть историю, как развивался этот канал, все выложено и в Ютубе, и у вас есть возможность посмотреть разные программы на разные темы. Алла журналист, да, профессиональный. Вот, в прошлом в другом измерении, да, в другой стране. Но сейчас она свои профессиональные навыки, свои умения привносит в это дело, и все мы вместе вот здесь друг друга дополняем и дружно работаем. Отлично. Спасибо большое. Спасибо, Руфь. Спасибо, да. И у нас сейчас есть прям вот несколько минут, чтобы нам с вами, мы, команда Галиль ТВ, просто немножко расслабиться. Шаббат у нас на дворе. Давайте чуть-чуть поиграем. Всегда учитывая то, что наш канал об Израиле, и мы всегда играем в Израиль. Мы поиграем в Израиль. Тут свободные люди. Картинки. Да, опять картинки. В прошлый раз мы пытались объединить наши новостные сюжеты с карикатурами, а сегодня мы попытаемся понять, что же смыслового заложено в каждой из карикатур, что у нас в Израиле необычного, и каждый, кто приезжает в Израиль, сначала не может к этому привыкнуть, а потом не может без этого жить. Вот давайте, выберите любую картинку и просто предположите. Саш, выбирай любую и предположи, что же это такое. Давай. Ну, давай. Руфь. Это очень хороший знак такой, да?
Наоборот, да? Вот так вот. Ну это ж так, да? Давай, вот, Ну вот вот, так вот. вот так держи. Ну, Вот так. все. Давай, рассказывай, пока Руф ищет. Рега. 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 Что такое рега? Рега. Саша, ты угадал, ты молодец. Что же это такое? Ну, типа, Кто-нибудь в курсе, Не, что ну это такое типа рега? рега, это же момент, да? Момент, типа подожди. На иврите. На иврите, да. На иврите рега означает миг, момент. Да, момент. Окей. Что же, почему это вот так? Ну, И что, и как ну, мы это делаем? это Как итальянцы? Как да, итальянцы? Да, совланут, рега. Так, что за совланут? Ну-ка, расскажи как бы людям. Не спеши, без вот этого, давай, все, сейчас решим все вопросы. О, всё то есть решим это щас. очень многоуровневый знак, который ни в одной другой стране я не видел. Даже итальянцы, которые так делают, это вообще Ну да, ни о это чем. такой знаменитый такой Да, а в Израиле это означает, вообще вот этим знаком можно остановить поезд, мне кажется, если покажешь водителю, он все, локомотив остановится. Я сама лично А видела, мне как... казалось, что это говорят минутку, шния. Ну вот, шния. Ну, да, шния, да. это значит, типа, успокойтесь, подождите, мы сейчас все сделаем, все решим. То есть Такой же многоуровневый, да. да, он очень такой объемный этот знак. И я помню, что один раз видела на трассе, на восьмиполосной, как люди хотели перестроиться, их не пускали, и человек на втором сиденье рядом с водителем опустил окно и вот так вот сделал в сторону. Вот так вот сразу пустили. Просто этот знак просто какой-то уникальный, чисто израильский. И да. Руфь выбрала. Да, я выбрала вот такую картинку. А что это такое вообще? Да. Какие-то салаты Что это какие-то? или такое? что это? Какие-то, да, какие-то шарики. Мне кажется, это фалафель. Да, только, да, согласна, только да. в разных, ну вот здесь традиционный, У нас только с да, медицинским арабский, да, Так. турецкий такой получается, вот, индийский, мексиканский, среднеземноморский, в общем, да, фалафель Фалафель афганский. Национальный, да, да. А что это Конечно. смешно? Я просто... Я А, просто если- фалафель если- не ем, я не знаю просто. Это Александр что устал, такое фалафель, ты чувствуется. не знаешь? А? Это Александр ша- просто да. устал. Да, не шарики я знаю. Я их просто не Шарики, люблю. да, из гороховой каши, в общем-то. Не- Фактически, да. Не срослось тут как-то с ними. У меня здесь отношения здесь. А знаешь, это вот как все в Израиле. Сначала не любишь, а потом распробуешь. Да, да, ну, кстати, и да. Ну, ешь с оливками у меня каждый день. такое, да. Да, Кусочек я выбрала- бесплатно, а потом... Я выбрала вот А что такую это такое? карикатуру. Это что вообще? Да. Ага. Какой-то- Ну, вот, да. Ну, просто я Очень знаю, что это сложное, что- такое. Хотите, вы отгадаете? Это похоже... На что? Это похоже на то, как, ну, примерно за 15 минут до выхода нашей передачи, примерно, что происходит в студии у нас. Хорошо, все, сдаетесь. Ладно. Сдаюсь. Это израильский бетахон. Что такое бетахон? Это уникальное вообще. Нигде, ни в одной стране такого нет, чтобы в каждом магазине, торговом центре, ну, понятно, что на каждом вокзале или каком-то серьезном государственном учреждении проверяют сумки. И многим людям непривычно. Они приезжают сюда, они не готовы открывать, показывать свою сумку. И потом в процессе жизни человек живет месяц, год, да, живет и дольше, и он уже просто не обращает внимания, подходит к любому, значит, Почему там контрольно-пропускному. раковина? Я не понимаю. Ну, это карикатура. А, В карикатуре всегда все утрировано. Это нормально. То есть у человека в сумке может быть все, что угодно. А, Вплоть это до из носков сумки или вытащить. там зайца, или что, Базука. шляпа. Вдруг базука. Да, а вдруг тогда он не пройдет в торговый центр. Это чисто А, израильское ну, ты давно, изобретение. видимо, не была в России. Не. В России проверяют сумки тоже везде. Ну, И- это и- недавнее. Но в России меня, да, я когда приехала, меня поразило, что в России ты обязан открыть сумку, да, и показать. Тебе ни в коем случае охранник не притрагивается к твоим А вещам. здесь охранник сам и берет и просит тебя, вот смотрит. там подвиньте, здесь откройте, это поднимите, а здесь он просто берет реально твой рюкзак или И своими твою руками, сумку, которыми ел вот фалафель, он роется в твоей сумке. и вот так вот, да, буквально он открывает все карманы. И всё. Это наша необыкновенная израильская действительность, которая может раздражать, но в конечном итоге, к чему-то мы стараемся относиться легче и принимаем Израиль вот таким, какой он есть. Это наш Израиль. Ну что,
У нас сейчас, наверное, стоит закончить этот эпизод музыкальной паузой и пригласить, Так, у да, нас музыкальная пауза. и пригласить к нам, У нас есть рояль в кустах. да, и пригласить к нам нашего чудесного гостя. Но пока мы не скажем о нем вообще ни слова, пусть он сначала нам споет. У нас можно Жестоко. подключить микрофон? Он уже включен? Хорошо. Пишется. Итак, раз. Раз и все. А как звук? Хоба. Подожди, включить микрофон, да? И Хоба. нарисовался. Все работает? Надо сделать какой-то эффект. И раз там Да, из эффект. воздуха. Я пришел принести Давай, вам... давай. Да. Эта песня, мне кажется, сейчас подходит к ситуации, потому что в конце всегда есть надежда. Луч солнца золотого вскрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. И все вместе ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, все нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пора ненастная, солнце зайдет. Солнце зайдет. Саша, пой! Солнце взойдет. И выше солнце зайдет. Солнце взойдет. В эфире. Солнце взойдет. Эффект такой. Чудесно. Ой, чудесно. спасибо! Всегда Чудесная греют песня. душу эти старые Да. мультфильмы, эти Да. старые песни. И мы Да. надеемся, да, что завтра снова станет солнце, а не ядерный гриб, например. Иногда кажется, что оно не заходит вообще. В никогда. Израиле. В Израиле, да, да. Да. Я заметил, что сейчас у нас отключили холодную воду. То есть Как? горячая есть всегда. Потому что бойлеры нагреваются от солнца, Да, и да, невозможно. да, да, да. Да. И вот так мы душевно продолжаем наше шаббат-шоу с Андреем Левиным. Да, я хотел сказать, это Андрей Левин. Спасибо тебе, Андрюха. Спасибо тебе. Мы с Андреем уже много лет тоже занимаемся, и считаем мы вот вместе и с основания Галиль ТВ. Вообще с тех пор, как я приехал в Израиль 15 лет назад, и вот мы с Андреем познакомились, и так сдружились, и клипы с ним снимали, развивались. Вот он Как-то писал сблизились, песни, да, снимали, вот, ну, занимались съемками, так вот мы вот и эфиры начали делать. И Да, да. я для зрителей, для подписчиков, вот, именно Ну что, как я могу связь сказать, с что я Галиль ТВ. помню, как вчера мы с тобой, как два, как молодых отца, лелеяли этого ребенка на Галиль ТВ. Первые шажки он делал. Но в основном у нас удачно заходили прямые эфиры во время войны, когда... Да, это было такое, мы видели, да, ракеты летали, и мы тут живем, и нам хотелось это все рассказывать. Но нам было не все равно тогда, и нам теперь Это тоже в каком? абсолютно не все равно. 24-м? В 21 году. И во время короны мы Вот, делали да. тоже эфиры, Да, кстати. во время короны это было прикольно. И я просто что хочу сказать, что... Но именно вот последнее время, пройдя вот этот вот период такой, там, новости, вот эти все негативные, постоянно вся вот эта вот информация, там, Иран, ракеты, Хизбалла, Хамас и все-все-все, и мы, конечно, проживали вместе и варились в этом, и эфиры делали, рассказывали, но в последнее время мы немножко, ну, лично я, честно сказать, я вот устал от этого, и это выгорает человека, оно меня как бы Выжигает. выжигает, да, извиняюсь.
оно вот выжигает, и меня выжигало, и был большой период, 2 года, когда я не мог ничего делать на самом деле такого, я там делал какие-то ролики, что я там в тишину ушел, еще куда-то. Но именно сейчас мы начали вот такой вот, можно сказать, вот как вот мы назвали сезон, такой период, вот хотелось без, ну, без вот этого потока. Без тревоги. Да, без тревоги, без вот этих новостей, потому что открываешь каждый канал, открываешь вот эти группы, и оно почти вот как вот все под копирку, по шаблону, новости, там, тут, Иран, и вот это вот люди живут, люди в напряжении, люди постоянно вот в этих тревогах, и я даже исследование сделал, около 80 с лишним, почти 90% каналов, они именно этим занимаются, а именно, ну, в общем, мы сейчас здесь, и мне бы хотелось меньше этого, потому что существует другая совсем жизнь, она всегда существовала. Именно. Израиль, он настолько многогранен, и он, несмотря на то, что мы живем часто в каких-то тревогах, да, у нас на границах неспокойно, но внутри многие и наши гости в прошлое шаббат-шоу тоже отметили, что внутри Израиля люди часто чувствуют себя необычно спокойно. И у нас сегодня снова необычный формат, мы экспериментируем. Сегодня наши гости будут задавать нам, участникам, которые уже здесь сидят, участникам Галиль ТВ, вопросы. Вот, пожалуйста, Андрей, держи. Вот Твой этот вопрос я задаю. Да. Итак, вопрос. Внимание. Внимание, В течение 1 минуты. Почему Израиль иногда раздражает сильнее любой другой страны, но именно здесь многие впервые чувствуют, что они дома? Время пошло. Я могу повторить, если... Там Нет? еще Да, дальше. и пауза. Дальше. Ремарочка, пауза, да. Так. Об этом наш сегодняшний разговор. Это шаббат-шоу «Израиль, как он есть». Вау! Без. А мы продолжаем и отвечаем на вопрос Андрея. У кого какие мысли? Давай, Руфь, ты же год в стране, скажи свои чувства. Почему? Ну, мне, видимо, повезло сильно. Меня Израиль не раздражает. Как-то я так с открытым сердцем, с открытой душой его принимаю. И он платит мне с благодарностью, да, как-то отзывчиво на любые мои какие-то просьбы, пожелания. И бывают какие-то моменты, конечно, ну не то, что раздражают, но идешь там и думаешь, ну вот здесь могло бы быть и чище, там, или там, да, или там То есть еще грязь, что-то. раздражает Или грязь. Я знаю, что людей раздражает, да, какой-то разговор на повышенных тонах, кажется все время, да, такой вот, ну, как бы чрезмерный уровень звука, раздражает грязь на улицах, да, раздражает езда такая очень своеобразная на дорогах, Оживленная, можно сказать. на дорогах, да. Безбашенная. Ну, не то, что безбашенная, но В люди... Грузии вот безбашенная. там Да. Такая вот хуцпа такая есть у водителей. А. Остановиться посреди дороги, там, Да, поприветствоваться, остановиться там, Не включить «Эй, поворотник». Моше! Поворотники — это вообще это Манишма, отдельная Моше!» тема. Люди не знают, что иногда Игорь хочется... поворачивается, говорит, Рега, ну там. Иногда хочется обогнать, остановиться и сказать: вы умеете включать поворотники вообще? Вас учили? Вы знаете, что есть такая функция в машине? Вот показать сзади едущему, Я думаю, что в куда вы Израиль поворачиваете. поставляют машины, просто Без- заранее оно заблокировано. Заблокировано. Да, я думаю, что это просто в голове заблокировано. Там, типа, ну я же поворачиваю, вы же видите, я поворачиваю, что тут. А иногда бывают вообще фокусы, потому что люди показывают поворотник направо, значит, едут налево. Или То есть назад. или запросто совершенно. Поэтому здесь нужно быть всегда очень сосредоточенным. То есть Да. это заставляет нас с вами быть, вот эти все нюансы заставляют быть более ответственными, что ли, да? То есть те, кто приехал. Не наоборот. Ну, либо молиться бесконечно, А мне наоборот без заставляет быть такими же, Беспрерывно. такими же, То есть расслабляться вместе тебе с ними. Ну нравится вот, вот эта свобода, Да. безалаберность. да, поток, ну вот, поток как бы я просто входить, да. думал над этим вопросом, и я вспоминал, что меня раздражает иногда, а потом как бы он,
Мне кажется, они эти вещи, как бы, может быть, раздражали вначале, а потом ты постепенно сам таким становишься, и ты уже свой такой, и ты уже то же самое, тоже можешь остановиться там, не знаю, где-то там, ну и ноги можешь поставить куда-то на сиденье. То Андрей, есть ты себе давно- тоже это можешь давно в позволить, Израиле? да? Да? В Израиле с 94 Ой, года. мама дорогая, столько не живут. Я приехал, да, мне было 23 года. Выпускник Мариупольского государственного музыкального училища по классу саксофона. Ты еще помнишь все эти термины там, да. Да, я помню. Я помню даже номер школы, в Я не которой помню учился. вообще уже. Это была 34-я школа, и всегда на линейках директор всегда это подчеркивал. Наша 34-ка, вот так. А я просто Как забыл, будто ты как в страшный танке сон всё время сел. каком-то. Т-34. Т-34, да. Ну да. Ну, а что, к чему ты привык за вот эти больше 30 лет? Пришлось. К 30 чему лет? тебе пришлось привыкнуть? Нет, да, то что есть- тебя уже не раздражает, скажем так, если мы про вот это- Ну, если автомобильную тему, как бы ее проигнорировать, то, в принципе, наверное, ничего больше. наверное, ничего. А к манере езды так и не привык? Ты куда? Нет? Я привык, и я как-то, в общем-то, вовлечен уже вот в это броуновское А движение. у То меня есть есть, кстати, я только 2 доказательства, раза что- был в авариях, и как бы нормально. И Кстати, у меня езжу. есть доказательства, Да, что тебя Доказательства? раздражает. Есть Есть? видеозапись даже у меня. Мы видеозапись. однажды с тобой, Видеосвидетельство. однажды мы с тобой ехали Ну, и на дороге я на раздражаюсь. я дороге знаю. и вот эти вот коммуняки, Да, там вот это да, вот да. все там Ну забастовки. ты хочешь о вот политике? Мы забастовки. можем сейчас перейти в политическое сразу русло Нет, мы просто разговора. сейчас... Митинги. ну, Подожди, что, это да. свобода Нет, слова, это свобода социальная. слова. Это Ну не что? политика, Нет. социальная. У нас разрешены митинги. Все, кто хочет выразить свое Лучше бы согласие или несогласие, запрещали. пожалуйста. Вот, и все. Андрею пришлось с этим Мало, смириться. мало того, ребята, хотя народ, кто в Израиле не был никогда и как бы смотрит нас с той стороны границы, я вам могу сказать, что в Израиле есть бесконечные митинги, такие перманентные, да, эти какие-то пикеты, которые стоят всю неделю. Ну да, Да, и причем это одни и те постоянно, же да. просветленные лица, ты видишь, которые просто спасибо. протестуют в разное время года на разные темы. Это такой профессиональные Протестанты. протестанты, профессиональные протестанты. Да. Под эту Такой тему мы социальный можем с слой. вами спеть замечательную Да, песню ну, из точно. старого советского доброго детства. Давай. Давай. Не против? Я не знаю, о чем речь. Никуда, никуда, никак не укрыться нам, но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя. Сегодня так по полпесни будем Очень классно. делать. Спасибо, что ты ее вспомнил. Очень классная песня из Мэри Поппинс. До свидания. С фильма, да. Замечательный фильм, замечательная музыка, написана Да. замечательными композитором Дунаевским. Да. Пара-пара-пара. Но это будет следующая песня. Да. Так, и у нас сейчас должна быть рекламная пауза, Саша. Прямо Рассказать сейчас можешь? будет рекламная пауза. Алла, твой выход. Хочу сказать, что у нас есть чудесное, небольшое, но очень эффективная студия декораций. Называется она «Олеся». И вы можете пригласить для оформления своих праздников, личных или каких-то корпоративов, эту чудесную небольшую команду, эту чудесную студию для оформления фотозон. И вы, скорее всего, просто не сможете оторваться от этих фото, которые будут у вас в итоге. Интересное название. Олеся. Что-то мне это напоминает. Да, хотел Саша сказать. Олеся Где-то я Быкова. слышала это имя. Да, это наша Олеся. Парам-парам-пам. Да. И Живет в белорусском Полесье Нет, в израильской Твери. кудесница леса Олеся. да, В следующий отлично. раз приглашаю Олесю. Да, здесь она бывает, но просто не сегодня. Да, и теперь у нас есть
новый вопрос от Руфь. Почему в Израиле, парадокс такой, люди живут, люди могут спорить до крика, могут, все подтверждают, да? А через 5 минут уже обниматься и помогать друг другу как родные. Пауза. Это Шаббат-шоу. Подписывайтесь на нас, пишите нам комментарии, поддерживайте нас. Мы рады быть с вами в эти выходные. В это непростое и трудное время. Да. Ну что, будем отвечать на этот вопрос? Нам Ну, нравится такая- вопрос? Так Руфь просто про меня сказала с женой, мне кажется, нет? Я не знаю. Я Ну, не давай, живу с вами расскажи, в одном Ну, доме. расскажи. вот раз мы Вы по- уже- Я не по- знаю. поругались и в этот же день помирились и обнимаемся. Вот Ну, как- вы просто родные, это нормально. Так же, как и так, вот везде так смотришь, там Это они абьюзивные отношения. абьюзивные, Боже. да? Так, да. Ну, вы там к психологу идите, а мы просто на Израиль смотрим. У нас Газлайтинг. А восточные так мы отношения. живем в Израиле, мы Газлайтинг. У уже... нас Да. восточные Это всё. отношения. Вот когда мы это видим на улицах, это на самом деле пугает немножко, когда люди что-то в автобусе разругались, тут же они пообнялись и поехали дальше по своим делам. Как На это? Востоке, мы на Востоке, и на Востоке не отвечать Дело на агрессию считается слабостью. Да? А, Поэтому окей. если против тебя выставляют что-то агрессивное, то ты обязан ответить агрессивно, Мгм. да, хотя, может быть, внутренне ты как бы никаких таких эмоций к этому человеку не испытываешь, но по форме это должно быть очень активно, напористо и ну, так. Надо говорится, поддержать разговор. Да, не ударить в грязь лицом, что называется. Опять я чувствую А слово когда вот «хуцпа». это все, да, а вот Окей. это, когда Хуцпа уже без все девочек, да. выяснили, когда так вот покидались немножко, вот, ну, Ты дальше чё, можно хуцпа? уже пойти там и Да, пиво ты выпить, хуцпан, да. да. Саша пытается анонсировать следующий наш как бы вставку с ассоциациями. Ты пока не рассказываешь, что такое хуцпа. Хорошо, ты вот держишь интригу, молодец. Тогда мы сейчас предложим Андрею Да, кстати, поиграть вот я наши хотел ассоциации. тоже, кстати, На хотел еду какую-то спросить. похожую. Выбери. Играем Что- ассоциации. Что у нас здесь? Давайте, вот, значит, выбери. здесь. Ставки. Вот это? Нет, Нет? это Вот моська Бери лает вот на это. слона, Бери это вот это. неинтересно. О, еда. Так, это у нас что? Замечательно. Что, Это- о чем речь вообще, Это скажи? здесь у нас Что речь, давайте необычного покажем нашим зрителям. в Израиле, что к чему ты не можешь привыкнуть, а потом не можешь без этого жить? Ну, если ты имеешь в виду кашрут, то я могу без этого жить. Но здесь, мне кажется, Это изображен немножко не вот такой... кашрут, так. Ну вот, мне кажется, Да. что это как раз-таки работник городского муниципалитета, который следит, чтобы было все кошерное в ресторане. Вот он с семисвечником наблюдает, машгиах, то, что называется. Это прям целая индустрия, там очень крутятся большие деньги. При этом люди не делают абсолютно ничего. О, ты заметил, это остро-социальная проблема. Да. На самом деле здесь мы видим с вами запрет что-то делать в шаббат, работать. То есть у нас не работает транспорт, у нас не работают большинство крупных магазинов, предприятий, где нет конвейера, да. То есть не запрет в дожарил шаббат. курицу и решил Ну, ее... да. запрет на зажигание огня. То есть мы зажигаем свечи. Женщина, как известно, да, когда начинается шаббат, да, она зажигает свечи, читает молитву. И все, больше свет мы не включаем, как говорится. Но это те, кто очень такие активно соблюдающие по раввинистическим традициям. Мы здесь люди нерелигиозные. Хочу То есть рассказать. у Можно нас историю есть рассказать? как бы свое представление, да, о том, что в шаббат важно и нужно, и нам пришлось привыкнуть вот к этим ограничениям в Израиле. Ну, каждый по-своему, да, может быть, потом расскажет. Вот сейчас у Александра есть история про шаббат, Да, про ограничения. Да, Давай. я работал по ночам в гостинице на ресепшене несколько лет, и вот иногда забегал по ночам, прям ночью, такой вот полуодетый, там, раздетый такой, датишный, может быть, да, вот он забегал и просил... Религиозный Ну человек. да, такой религиозный, и просил сейчас встать и пойти к нему домой, включить ему лампочку. Да. Вот это И да. он говорит, Лампочку. выключить ему свет, Бедный. извиняюсь, выключить ему свет, потому что он не может уснуть. Я говорю,
Я тут вообще на ресепшене сижу, как ты это видишь? Он говорит, давай, я посижу, а ты сходи-ка не домой Вместо выключи. тебя поработаем. Да, да. И я не Потрясающе. смог, конечно, на себя взять такую ответственность, там, оставить куда-то пойти. То есть как ты ему бы, ну. отказал. Я должен оставить рабочее место, конечно. пойти куда-то выйти. То Ну, есть я... для тебя это вообще Ну, чревато надо, наверное, увольнением. Не, я просто тогда думал, Нет, он насколько... навряд ли мог попросить. Он Нет. прям попросил. Он бегал, смотрю, он бегал, я да, в окно он- смотрю, он бегает там туда, а это ночь была, там где-то час-два то есть ночи. не жилец в гостинице, а с дома Живет, напротив, да, тут недалеко в гостинице жил. И вот Да. он в итоге забежал ко То есть мне. он должен найти нерелигиозного, Да, которому да. это Не, ну, запрещает на, внутреннее. В гостинице, вот ты Вера. работаешь, вот я работаю, и они иногда Это, просят да, там это что-то сделать. называется, если этого назвать, называется Гой Да, Шаббат. вот, Гой, Это да, шаббат, Гой, не пожалуйста, выключи свет, вот ты Выключи тут свет. сидишь, работаешь, Гой. пожалуйста, Гой. Гой это человек Не не еврей. еврей. Из нас, да, Гой. приехавших из других стран, это Гой Иси, добрый молодец Ну, вообще-то. насколько, Мы да, больше у меня не ничего не глубокие знаем. познания в иудаизме, но насколько я знаю, даже попросить нельзя. То есть традиция да, они такая, не- что Они не просят, они просят, начинают намекать, они, вот это, да, да, вот они- как, они чтобы Бедные, ты должен сам боже, понять. как это Да, да, сложно. да. Гой да, должен да. сам понять. Нет, Да. ну люди выбрали, значит, этот путь им как-то важен, там, близок. Но это наша особенность. Особенность нашей страны. Слушай сюда, Гой. Главное, что не гей. Пусть будет Гой. У но- меня была такая ситуация, значит, мы с дочерью и с ее другом вышли вечером поздно, надо же было что-то забрать из машины, на улицу вышли, и там два таких солидных джентльмена в шляпах, вот в этих сюртуках таких, и они прогуливались, и они увидели, что, ну, мы с ней такие, как бы, не понять, вот, еврейки, не еврейки, а парень такой абсолютно такой славянской, значит, наружности, вот, и они начали у него так спрашивать, ты еврей, не еврей, вот, ну, в общем, вот такой какой-то начали Зашли разговор. издалека, да? Да, издалека. Но мальчик родился здесь, в Израиле, он как бы в теме, что происходит. И он им сразу сказал, говорит, вам свет, вам нужна какая-то помощь. Вот, и они сказали, да, ты можешь с нами пройти. Они даже не сказали, что, да, ты можешь, вот мы тут в соседнем доме, сможешь с нами пройти? Он говорит, я все понял, я пойду, значит, девушки, подождите меня, значит, нет, я пройду. И он пошел, да, действительно включил им свет. По этому Да, и поводу, это, да, и- у Андрея, я и- точно знаю, И есть вернулся. чудесная песня, которая проиллюстрирует сейчас все наши внутренние эмоции по отношению к людям, которым нельзя нажимать на выключатель и гасить свет у кошки. Это песня, окей. Думал, Такая песня «Кукошки». Подожди, Андрей знает. У кошки 4 ноги, и сзади ее длинный хвост, но трогать ее не моги. Не мой За ее малый рост, но трогать ее не моги. За ее малый рост, Спасибо. Это по моей просьбе. Это Да, песня, кстати, да. На да, самом если деле, у вас кстати, есть, Андрей здесь такие- как бы поймал мое вот это мое ощущение по поводу вот этой истории с запретами, да, и с вот этими ограничениями, которые религиозные люди на себя накладывают, это действительно довольно тяжелая такая ноша. Я Да. вот Да. так вот на себя примериваешь и думаешь, нет, так некоторым вот я образом очень вот хочу сложно. заметить, эпитимия, так сказать. Сейчас поймал себя на мысли, что есть вот эта вторая сторона, когда вот есть вот снисхождение, когда люди понимают, ну другие входят, и, ну как бы и вот они идут там, ну выполнят просьбу там, да, даже Да. понять вот что тебе намекает, ты уже идешь, выключаешь там как бы даже уже я помню работал, ты уже понимал, что не говорят там и шел там что-то делал. Да. А у нас должна быть сейчас небольшая рекламная интеграция, друзья. Сегодня тебя продвигает контент. Через 5 лет это твоя история. Раньше, чтобы получить связи, найти объемный заказ, нужны были выставки, презентации, личные встречи. Сегодня ты должен быть в сети, где нужно рассказывать о своем роде деятельности. Мы — видеопродакшн со своей подкаст-студией на севере Израиля, но работаем по всей территории Израиля. Реклама, свадьбы, клипы, рилсы — все. Любой формат, любой уровень сложности. Галиль. А мы продолжаем.
И сейчас у нас уникальное видео из поездки Андрея и Саши еще тогда, когда они вместе делали Да, для мы Галиль. с тобой О, это ездили. было чудесное время. Да, у нас есть даже видео, оно потом опубликуется через несколько лет. Это мы Меня за госсчет отвезли в Иерусалим в гостиницу, потому что у меня была корона. Из дома приехала машина, я взял лэптоп, накачал игрух, там, сериалов. С видом в Иерусалиме гостиница, все, еда. Ты был там как в карантине, да, я помню. Да. О да, о да. Да. И мы сейчас включим Ты посмотреть. помнишь, мы во время вот этого периода мы ездили с тобой постоянно на машине, снимали, когда не было вообще Нельзя почти- говорить во время периода. нельзя говорить, да? Просто Период. говорю, в этот период. В этот период. Ну, у нас- Или в это Теряешь время. русский язык, Саша. Да. теряешь. Да. Иврит вытесняет. Так, Хорошо, давай. еще раз. В этот В период. этот период мы с тобой. Во время короны. В этот период. Период короны. Давай. Период Коронавируса. становления короны. Да. Ты Восхождения. Да, ты помнишь же, мы с тобой везде путешествовали, ездили, людей не было. Я, И вот честно, мы Саша, снимали. не помню. Да, Мне вот тоже это- вот я интересно хочу будет напомнить посмотреть. тебе, Давай. Просто вот, Я нам- сейчас включу, и Давай. мы поделимся все эмоциями. Да, И, давай. Андрей, ты прям во время просмотра Кстати, да. рассказываешь, Я что надеюсь, ты- там все прилично только. Не, так это, да, такое старенькое видео небольшое. Саша хотел сказать, что дороги были пустые, и, посмотри, какие виды были. включают как мы или не с тобой- вот включают это- поворотник, было... Вот это вот Да, мы ехали. неважно. Это было не Посмотри, опасно. Андрюха, ты едешь, и вот никого нет Дороги вообще. были пустые, и Просто. люди были простые. Люди были просто. Людей вообще не было. Люди по домам сидели. все по домам, Локдаун а мы- это называлось. Слушайте, локдаун. это было. Да-да-да. Это уже история. А сейчас все забыли о Ой, том, а это что уже когда-то лодочка. Да, ну А это что, вот- туристическая? Ну да, она стоит уже такая вся, да, там одна. туристы, с ними Туристов они нет. как бы заплыло, и они потом Да. опять. Ну, Да, вот мы- У них был локдаун на воде. Что, То там есть рыбу это можно Кеннерет, ловить? да, и там вот эти лодочки. Птицы вот летают и... Ну, птицам-то не То запретишь, есть это видишь птиц локдаун. тут. Да, ну, Все? Подразумевается, что Закончилось, там есть. да. Птицы Ну не да, да, запретишь. там. Закончилось? Да, да. Такое коротенькое Ну видео. так Я- это красиво. Да, вот Это было напомню. очень красиво. Зарисовочка такая. Да. То, что я помню, что мы на крышах делали Да, музыкальные вечера, и это было интересно, пока соседи нас Не не попросили. искременили, так Да, сказать. не Да. искременили. У нас продолжается конкурс на эксклюзивное имя вот этого уникального персонажа, белого человека, нашего Йетти, который сошел с гор, я не знаю, со снежных. Ну, в общем-то, он нам помогает, он как бы задерживает здесь вот внимание ваше и А вот. это мужчина, этот Ну, человек? не знаю, это Адам, по То есть желанию. это белый да. человек, это Белый мужчина. человек. Это Это белый. все самые это оно. принижаемые. Адам решен. Да, окей, Адам решен, пусть Потому что будет. он Это может наш быть и тем, вариант. и тем. В прошлый раз был Федор, сегодня у нас будет Адам. Федя. Хорошо. Мы хотим Адама попросить покинуть помещение. Попроси его. Уберите, пожалуйста, выйдите из помещения. Почему Да, посторонние вежливо, на площадке? вежливо. Почему посторонние? Посторонние в На кадре. площадке, на площадке. Да, посторонний на площадке. Уберите его отсюда. Хорошо. Выведите его. Дима, на ручки его возьми. только, Охрана, на ручки. security. Вот так. Оп, Security? спасибо. На что мы платим деньги? Да. Что вы с ним сюсюшкаетесь так? И сейчас на вот это место освободившееся мы приглашаем нашего гостя. Мы приглашаем вас. На нашу площадку, в студию, пожалуйста. Раиса Лихих. Сегодня гость. Ой, Так, вот это твой сегодня микрофон. Держи его, Смотрите, чтобы какой он не классный упал. микрофон. обворожительно, Да. как всегда. Так, Рая, спасибо, что Подожди. присоединилась. Ты в очках, я тоже. У нас, да, у нас вообще... Снимай, снимай. Я Глазки, думаю, что да. я очки сниму. Да. Да, окей. У нас вообще все мы такие универсальные, как говорится, солдаты, да. В прошлый раз ты уже поучаствовала в качестве человека, да, который задавал вопросы. А сегодня, ну, мы тебе что-то спросим, но и у тебя есть шанс продолжить, продолжить эту историю с вопросами. Ох. Что делает человека израильтянином? Паспорт, армия, язык, налоги или момент, когда ты перестаешь удивляться местному балагану? И дальше вот тут. Сегодня будем говорить честно, живо и без глянца. Это Шаббат-шоу.
Это Как- Шаббат что-то шоу. как-то- А ты не можешь, а давай, знаешь, как ты можешь выключить актрису, все это? Вот давай Могу. Не, стоп, смотри на меня. Могу Давай. выключить, Саша. Смотри мне. Глаза смотри. Подожди, стой, Рай. Не, Рай. Смотри мне в глаза. Да. А, Глаза мне смотри, Рай. Глаза, я с тобой. Да, в камеру. Ну, мы так я вообще должна читать. да, читать ты должна. я Вот знаю. таким тоном, Вот, да. Скажи Не- по-израильски. Да, я вообще подожди, должна стоп. читать. Не ласково, Давай как там, по-израильски, да. как вот? Поругаться, помириться вот? сразу. Как есть, давай. Саша Мунцу. Это Шаббат-шоу. Без Это какого воспитание. пятна. Вопросительный? Глянца. Вопросительный знак. Что ты так мелко печатаешь, я без Ты так очков? мелко читаешь. Вот Последняя. Давайте, Последняя. давайте. Сегодня будет. У нас батарейка садится. Здесь можно Так, всё у меня словить, батарейка много села. грязи, Давай, будет драка в сегодня грязи. сегодня будем говорить честно, живо и без глянца. Это шаббат-шоу. Это Шаббат Это шоу. Шаббат-шоу. Шаббат-шоу. Вот так, вот так. Это шаббат-шоу. Да, да, да. Мы Я включаем- бежала мимо студии, они меня выцепили и вот сюда усадили, поэтому я не готова. Ты готова? Ты всегда Что? готова, ты прекрасна. Ё-моё. Так, и у тебя осталась последняя картинка. Как ты думаешь, что это такое? Держи, покажи зрителям. Покажи Я зрителям. думаю- Подожди. Это что-то, это ассоциация, да? Что есть только в Израиле, к чему невозможно сначала привыкнуть, а потом невозможно без этого жить. Не знаю, с чем ассоциировать это. Вы именно в Израиле. Не знаю. Почему-то Окей, кто-то не может приходит в подсказать? голову мне ничего. Подскажите тоже мне, не я могу. тоже не могу Именно вообще что- ничего. что Кого? такое? Давайте я особенно подскажу. такой слон? Давайте я вам подскажу. В Израиле очень, Саша у нас уже намекал, да, очень принято быть таким настойчивым, даже сказать, дерзким до неприличия. И есть такое выражение, которое... Саш, скажи еще раз, как это? Хуцпа. А теперь расскажи, что это. Саша Маза Хуцпа. Вот, Хуцпа. она Вот. не знает. Я- Все, ты как раз тот самый Я человек, так- я ради хуц- которого как- мы делаем Короче, я шаббат-шоу. Хуцпа? Да. Нет, Ну-ка. нет, это... Маза Хуцпа. Это очень Хуцпа хороший это человек. такой- Вот. Нет. Это кто? Андрей живет здесь 30 лет, 40. Андрей, Нет, 30, прости. объясни. 32. Расскажи, что Хуцпа такое это просто, хуцпа. что ты очень активный, такой энергичный Позитивный. человек, который умеет постоять Добиваться. на своем, добиваться. Как бы, и в Израиле надо быть таким, потому что тебе никто ничего не будет приносить на блюдечке с голубой каемочкой. Немножко с наглецой такой. Рая, Такой- такой вот очень это. хороший человек, не переживай. Ну, я Просто немножко с наглецой. Главное, не с гнильцой. И это правда. Да, хорошо, в это мы поиграли, да? Так, теперь а давай- слон кто? Не, ну, Давай, А это слон в комнате. я не Просто- согласна. Я вообще не что верю. Рая- Хорошо, что хорошо, Рая с спокойно. наглецой. Это- спокойно. Почему? Мы тебе потом Я объясним, могу тебе Раечка. показать, когда Мы тебе захочу. потом объясним. Хорошо. Давай, еще раз. Ты Наглецу. сама сможешь ответить на этот вопрос, который ты нам задавал? Я Что- сама? Да. Что делает израильтянина? Паспорт, армия, язык, налоги. Человек момент, израильтянина. Что это? Солнечные очки, вот как у Раи, Как вот ты такие считаешь, солнечные очки делает человек делают израильтянин? уже Ну, конечно, процентов на нет. 75. Ну, почему? Израильтянин, он внутри. Вот если я израильтянка внутри с детства, то вот это вот все уже во мне есть. Неважно, где я нахожусь. Поэтому сложно стать израильтянином. Им нужно быть. Ну, это я так понимаю. Вытащить из родиться? себя. Вытащить из Быть, себя. родиться, ну не то, что родиться, а быть внутри, ощущать себя Ну, а ты же израильтянином. однажды должен им стать. Ну, есть такая, как бы, ну, что ты появляешься, остаешься им. как бы, Конечно. Становишься им. Конечно. Становление. Нет, этого ощущения, когда тебе вручают Да, паспорт или еще что-то, там, да. Теудат зеут называется. А ты завтра Не, умотал в а- Америку и там живешь, и ты не израильтянин. Нет, этого не появляется. Да. А когда здесь все твое, то есть мое, вот я сегодня здесь все мое. Этот балаган, все, что здесь происходит, все мое. Я все люблю. Когда И тебе это мне становится все не всё дорого. равно, да, Да, что это мне все происходит, дорого. Мне здесь рядом с комфортно, несмотря на то, что много проблем и, как вот здесь написано, балаган на балагане. Но мне комфортно. Везде. А вообще я хочу отметить, что мы смотрим, возможно, несколько однобоко на этот вопрос. То есть для нас средний израильтянин взятый — это такой хуцпан в солнечных очках, который шумит, балаган. Это
не совсем так, точнее, это совсем не так. Израиль очень разнообразная страна, в зависимости от того, где мы находимся, в каких кругах мы общаемся. Пожалуйста, можно съездить в филармонию, в театр, в какие-то Однозначно. культурные места. Вот там все выглядит по-другому. Если же да, если мы, скажем, только там на рынок, на работу, туда-сюда домой, то водитель такси и так далее, то может сложиться впечатление, что израильтянин такой образ несколько отличающийся, на самом деле, от того, что на самом деле Израиль — это очень-очень разнообразная, пестрая страна, как никакая другая, наверное. Не, просто хуцпа у них, она выделяется, как вот у людей. Ну, это и присуще хорошо, такое. это хорошо. Ну, да, не, Пусть наоборот, лучше это так, хорошо. чем мягкотелая Так вот, буржуазная я же говорю, оно Европа. наоборот, оно очень бросается в глаза именно здесь, в этой стране, что вот они такие. Потому что в израильтянах, в евреях заложено выживание. Ты не можешь выживать, будучи хлюпиком. Ты всегда дерешься, ты всегда сражаешься, ты всегда отстаиваешь свои права. Чуть-чуть оно как-то вошло в какие-то ДНК. Но опять же, не у всех. Есть разные люди. В общем, я хуцпа. Хотя стереотип о евреях, ну скажем, да, в России распространенный о том, что евреи — это ботаник такой в очочках, такой вот... Либо хитрый, жадный. Либо хитрый, жадный, да, ну это такой торгаш тогда, да, такой какой-то. Либо вот такой ботаник какой-то. И когда здесь сталкиваешься... такой просто с песами, да, молящийся. с песами, и да, всё такой, Тора. вот, и здесь это по-другому, конечно, все выглядит абсолютно. Здесь люди действительно, которые умеют за себя постоять, умеют аргументировать, умеют, чувство собственного достоинства, наверное, самое главное. Вот что отличает израильтян. Чувство собственного достоинства, да. Бойся То есть меня. здесь кем бы человек ни работал, там, не знаю, охранником, уборщицей, там, не знаю, кассиром на кассе, у него есть чувство собственного достоинства, и это он всегда проявит, если ты немножко наступишь ему где-то, даже, может быть, случайно. И я хочу подытожить нашу сегодняшнюю встречу таким риторическим вопросом. Можно ли полюбить страну, которая каждый день испытывает тебя на терпение? В Израиле этот вопрос задают себе многие, и сегодня мы попробовали ответить на него все вместе на нашем Шаббат-шоу. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат. Вау, красивый, боже мой! Шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Спасибо за это красивое и вкусное. Мы сейчас... Рая всегда у нас Руфини. не с пустыми спасибо. руками. Сонечка пекла. Да, отлично. Это что? Это птичье молоко? Да. Ну, типа, Боже. Вы закончили? Я могу тип- вилочкой? Мы, Нет, это мы творожный закончили, десерт. да, и мы сейчас просто, шаббат, это же вкусная еда, это Шаббат. же общение, Щас, это же погоди, продолжение разговора, да, и все. Да, всё. Да. Шаббат-шоу удался? Да. Рая. Сегодня Алла. прям весело. Мы продолжаем Я так со стороны праздновать. смотрела. И вам Сегодня- желаем. Я сидела вон там в стороне, вернее, бежала мимо и забежала, потому что у вас здесь было весело. Настолько весело, что я уже вот просто присела в кресло и ждала И пела с своей нами. минуты, да, и пела с вами, и наслаждалась. И хочу вам сказать, я думаю, у нас вечер удался. Веселый, открытый, вы позитивные, песни. Андрей, спасибо тебе, что ты приехал Да. в студию. Я тебе благодарна, что ты скрасил вот этот вот наш такой вот такими песнями нашу вот эту компанию. Я команду давно и хотел уже вечер. попасть, и просто пятница вечер не совсем легко мне Твое выбраться. время, да. Но действительно было очень здорово. Ах, этот вечер, лукавый маг, одетый вечно в лиловый фрак. Погаснул
свечи. Погаснут свечи, уйдет любовь.